Зеленский озвучил, сколько нужно миротворцев. РФ издевается над своими же беженцами. Азербайджан выгоняет пропутинских россиян. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Неожиданное продолжение получает история про санкции против Порошенко, Медведчука, Коломойского и Боголюбова. Израиль планирует удар по Ирану. Новая война на Ближнем Востоке. Приднестровье сдается Молдове, но, как всегда, не все так однозначно. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Где набрать столько миротворцев, сколько нужно Киеву для удержания России в рамках будущих договоренностей? Президент Украины говорит, что нужно 100 тысяч человек, плюс гарантии безопасности. Судя по заявлениям Владимира Зеленского, он обо всем этом уже говорил с Дональдом Трампом. Я і сказав, що гарантії безпеки для нас, безумовно, це пріоритет. І гарантій без вас ми не бачимо. Які вони? Давайте говорити. Я знаю, що американці, ви знаєте, не хочуть, щоб ми були в НАТО. Чесно. І це буде дуже складно для нас. Ничего про Украину без Украины. Об этом, в принципе, говорят и в европейских странах, настаивая на том, что только та договоренность, которую примет Киев, будет иметь смысл. Давайте не будем забывать, что Россия остается угрозой далеко за пределами Украины. Поэтому мой посыл в этих дискуссиях будет заключаться в том, что переговоры об Украине невозможны без Украины. И голос Украины должен быть в центре любых переговоров. А как вы думаете, можно ли договариваться о мире в Украине без Украины? Пишите свои мысли в комментариях под этим видео. Это обязательно. Ну а мы пока вам предоставим мнение эксперта. Могут ли быть рабочими договоренности, которые заключаются без Украины? Проекты соглашений и договоренности, которые будут, они все равно подразумевают имплементацию этих решений, принятие их, реализацию украинской стороной. Поэтому невозможно без Украины решить вопрос, который касается Украины. Можно, конечно, о чем-то там договориться вдвоем, не ставя в известность Украину, а потом ставить какие-то ультиматумы и пытаться повлиять на Украину, чтобы она сделала те или другие шаги. Но без этого все равно это подразумевает субъектность в этом процессе самой Украины, реализации тех или иных договоренностей. Поэтому давайте подождем, увидим, как будет продолжаться весь этот процесс. Конечно, это неприятно для Украины, то, что происходит. Это непонятно и тоже неприятно во многом и для Европейского Союза, который тоже в этом процессе пока так под вопросом. Но, опять же, едет сейчас Кит Келлах в Европу, будет разговаривать с европейскими лидерами, будет разговаривать с украинским руководством. И увидим, как этот процесс весь дальше будет влиять, как на позицию Трампа, на возможные переговоры. Азербайджан продолжает войну с российскими пропагандистами. После Русского дома в Баку приходит очередь закрываться и пропагандистам из холдинга «Россия сегодня». Штат агентства «Спутник Азербайджан» сокращен до 1 корреспондента. Это решение стало ответом на блокировку азербайджанских сайтов в России. Баку больше не намерен терпеть российскую дезинформацию на своей территории и показывает решимость защищать информационный суверенитет. Кремль теряет еще одну опору в информационной войне. К тому же еще и Молдова закрывает русский дом в Кишиневе. Вызвано это решение падением 2 российских беспилотников на территорию страны в ночь на четверг. Президент Майя Санду заявила, что 2 беспилотника «Шахед» нарушили границы страны и поставили под угрозу жизни граждан. Молдова закрывает ряд контрольно-пропускных пунктов в направлении так называемого Приднестровья. Конечно, со стороны Тирасполя это подается как уступка Кишиневу, но по сути это плата за газ. Демонтаж стартовал в Бендерах, одном из ключевых городов региона. Вице-премьер Молдовы Олег Серебрян подтвердил, цитата далее, «дело сдвинулось с мертвой точки», конец цитаты. Список остальных требований Молдовы: убрать незаконные КПП, а за все годы оккупации их было установлено около 30 без согласования с Кишиневым, освободить политических заключенных, возобновить вещание молдавского телеканала «Молдова-1». Все это со ссылкой на меры безопасности после серии терактов в стране.
Мы видели вот эти шатания Тираспольской администрации, то есть они наотрез отказывались, потом согласились на европейский этот грант на 10 дней, потом сейчас вот вроде бы с завтрашнего дня пойдет тот самый газ европейский, но закупленный, скорее всего, на российские деньги. Неожиданное продолжение получает история с санкциями против пятого президента Украины. Глава Верховной Рады теперь обвиняет всю политическую силу Петра Порошенка в блокировании роботи парламента. На жаль, робота над важливими законами щодо підтримки Збройних сил України, європейської інтеграції, щодо нашої міжнародної фінансової допомоги сьогодні заблоковано однією фракцією – фракцією «Європейська солідарність». Это фракция Петра Порошенко, одного из тех, против кого и были введены санкции. Президент Украины заявил, что во время войны некоторые отмывали деньги и выводили миллиарды гривен из страны. Санкции направлены как раз против них. Зеленский говорит, что Служба безопасности и Финмониторинг выявили огромные финансовые потоки, связанные с такими фигурантами, как Медведчук и Порошенко. Об этом мы поговорили с украинским политтехнологом Ярославом Макитро. Чего тут все-таки больше, политики или закона? Президент уже 6 лет скоро будет при власти, то есть, а дела эти, тянутся давно. И на самом деле, если бы за первые полгода была там, скажем так, были какие-то действия, которые бы касались Порошенко там, и других людей, которые сейчас в этом списке, там так несколько есть олигархов и раньше, и другие, которые немножко раньше, которых тоже санкционировались. Это, правда, другой вопрос, видим в развитии, возможно, это какая-то превентивное, действие на опережение, возможно, есть какие-то видения развития событий вокруг там войны, видение событий вокруг возможных выборов, имею в виду со стороны президентской команды, и есть угроза, что там будет Порошенко препятствовать, или его там люди препятствуют соглашению мирному, там радикализировать процесс, или, возможно, там на другие процессы влиять. Новая война может разразиться на Ближнем Востоке, если Израилю не вернут его граждан. Об этом говорит министр обороны страны, которая, судя по всему, оказалась на пороге нового витка конфликта. Если Хамас не освободит израильских заложников к субботе, то врата ада откроются перед ними, как и обещал президент США. Я прибыл сюда сегодня, чтобы убедиться, что Цахал должным образом готовится к возобновлению войны в Газе. По данным The Wall Street Journal, Израиль, к тому же, готовится нанести удар по ядерным объектам Ирана уже в этом году. Израильская разведка якобы планирует воспользоваться слабостью Тегерана и давить на администрацию Трампа для того, чтобы та поддержала атаки. Окно возможностей закрывается, и Тель-Авив не намерен долго ждать. Белорусский айтишник Александр Зиязиддинов попытался откупиться от тюрьмы, заплатив властям 31 биткоин. Сейчас это около 775 тысяч долларов. И даже снялся в пропагандистском фильме. Но его не только не помиловали, но и добавили 9 лет колонии за финансирование терроризма. Никогда такие определения не были настолько точными. Деньги конфисковали, а Зиязиддинов теперь отбывает срок в Шкловской колонии. Пытался купить свободу, получил еще больше срок. Что думаете по этому поводу? Стоит ли, может быть, и остальным, кто сотрудничает с режимом или думает сотрудничать с режимом, задуматься о том, какие последствия это может иметь? Пишите в комментарии обязательно. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Курским беженцам устроили музыкальный вечер в пункте временного размещения. Им даже спели замечательную песню, спела сама пресс-секретарь Курской таможни и бард Любовь Митько. Говорит, из песни слов не выкинешь. Всем очень понравилось, и никакого подтекста в этом нет. Песня для курских беженцев с замечательной строчкой «Ты что грустишь, бродяга?» Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка улыбнись. Раньше перед детьми курских беженцев выступал Григорий Лепс с песнями «Самый лучший день» и «Я счастливый как никто», а Шаман исполнил для них трек «Я русский» со строчкой «Я курский» в самом конце.
Над Рязанью провели воздушный крестный ход. Мощи святых, икона Божьей Матери и священники на борту Ту-134. Все они вместе пытались защитить город от атак беспилотников. Местная епархия утверждает, что это поможет оградить Рязань от воздушных угроз. То есть вместо ПВО решили усилить оборону таким способом. В принципе, нормально. Как думаете вы? Пишите в комментарии, как вам такое ПВО. Поможет ли защитить город? Или лучше войну прекратить? Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.